Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я к вам с еще одним рецептом замечательного, очень простого, быстрого в приготовлении рассыпчатого плова с курицей. Этот плов получается настолько ароматный, такой красивый и очень вкусный. Готовлю его в духовке, в рукаве. Можно даже этот рецепт назвать ленивым, потому что готовлю я его без такого привычного для нашего слуха приготовления зирвака. И, конечно, я сразу могу сказать, этот плов не узбекский, но он ничем не уступает своими вкусовыми качествами. Он невероятно вкусный. Плов получается очень красивый, рассыпчатый, с целыми кусочками курицы. У меня здесь целые ножки. И они прямо вот так вот и запекаются вместе с рисом, вместе с луком, с морковкой. Мясо просто само отделяется от косточки. Поджаристая хрустящая кожица и очень нежное и сочное мясо. Для рецепта мне понадобится в первую очередь замариную куриные ножки. Чеснок натру на мелкой терке. Натираю половину всего чеснока. У меня это 3 крупных зубчика. Вливаю соевый соус. Добавляю 1 чайную ложку сахара. Черный перец. Добавляю совсем немного соли, так как у меня здесь соевый соус. Конечно, соль и черный перец добавляйте по вкусу. Чайная ложка сушеного чеснока и пол чайной ложки паприки. Хорошо все перемешиваю, втираю маринад в куриные ножки. Оставляю промариноваться, пока я подготовлю все остальное для плова. Сейчас надо хорошо промыть рис. Для рецепта я использую рис жасмин. Я промываю рис под проточной водой до тех пор, пока полностью вода не станет прозрачной. И сейчас солью все через сито. Обжарю лук и морковь. Включила разогреваться сковородку и наливаю достаточное количество растительного масла. В первую очередь я обжарю чеснок. Разрежу его на 4 части. У меня такой крупный чеснок. Это такой сорт. Называется одинокий. И порежу репчатый лук. Я люблю, когда в плове много лука и моркови. Лук режу средними кубиками, не слишком мелко. В первую очередь отправлю обжариваться чеснок. Слишком сильно ничего не обжариваю. Хочу, чтобы масло приобрело такой приятный аромат. Теперь добавляю лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Соломкой порежу морковь. Добавляю морковь к луку. Также обжариваю до легкого золотистого цвета и чтобы морковь стала мягче. Добавлю в лук с морковью специи. Всыпаю куркуму. Здесь у меня примерно пол чайной ложки куркумы. Сушеный чеснок 1 чайная ложка. И черный перец. Соль я буду добавлять позже. Сейчас в горячем масле специи раскроют все свои ароматы. Конечно, вы можете добавлять любые специи, какие вам нравятся. Сразу от куркумы такой появился красивый желтенький цвет и аромат. Также в мой плов я добавлю для остроты и пикантности вот таких 2 сушеных перца чили. Я беру именно такие целенькие перчики. Они не дадут горечь, они просто дадут аромат приятный. У меня на канале уже очень много рецептов плова. Это и быстрый плов за 30 минут с бараниной, и с курицей, и шах-плов азербайджанский, и индийский плов бирани. Я очень рекомендую зайти и посмотреть эти рецепты. Я думаю, они вам тоже понравятся. Морковь с луком обжарились. Снимаю с плиты. Сегодня плов я готовлю в духовке. Для этого я взяла вот такую форму, размер 30 на 20 сантиметров.
И также мне понадобится рукав для запекания. Отрежу рукав так, чтобы спокойно можно было завязать концы. Выкладываю в форму лук и морковь. У нас сегодня, можно сказать, такой быстрый плов. Зирвак как таковой не готовим отдельно. Теперь сюда высыпаю промытый и обсушенный рис. И также мне понадобится 300 мл горячей воды. То есть на 300 граммов сухого риса я беру 300 мл воды. Добавляю в нее 1 чайную ложку соли. Вода у меня только что закипела, она очень горячая. Выливаю воду сверху на рис. Все перемешиваю. Очень красивый цвет получается. И теперь сверху я выкладываю кусочки промаринованной курицы. Из этого количества ингредиентов получаются такие хорошие 4 порции плова с целыми куриными ножками. Я сверху вот так вот беру еще немного вот этот чеснок из маринада и выкладываю. И теперь все аккуратно засовываю в пакет. И закручиваю концы проволочками. И сейчас всю эту красоту отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. За это время приготовится и курица, и рис, и получится шикарный плов. Плов готов, я все достала из духовки. Сейчас разрежу пакет. Действовать надо очень аккуратно, чтобы не обжечься паром. Ох, какой сразу аромат! Это что-то невероятное, друзья мои. Сейчас подниму ножку, переложу и немного перемешаю рис. Друзья мои, это просто чудо. Посмотрите, какая получилась красота. Рис полностью проготовился. Какой же он ароматный. И прямо в этой форме все подаем к столу. Конечно, если вы хотите, вы можете все переложить на другую тарелку, предварительно здесь перемешав плов. Таким образом, вариант будет еще более праздничный. И, конечно, я сейчас с большим удовольствием буду пробовать этот плов. Мы вообще его обожаем, и я готовлю его часто для своей семьи. Такой рассыпчатый рис, замечательно. Я взяла и кусочек курицы. Друзья, этот плов просто потрясающий. Я еще раз повторю, он ничем не уступает своими вкусовыми качествами узбекскому плову. Обязательно его приготовьте и попробуйте. И напишите в комментариях ваше мнение. Я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!